Всем привет! Сегодня мы начинаем вязать нашу сумочку олененка. Напоминаю вкратце еще раз, какие материалы нам понадобятся. Но конкретно сегодня нам понадобится только пряжа, коричневая пряжа. Мы будем вязать наружные части нашей сумочки. И начнем мы с идеального треугольника. Нам нужно связать из коричневой пряжи вот таких два треугольничка. Это задние и передние будущие наши части сумочки без боковых стеночек. Обратите внимание на схему. Схема может быть вам сначала немножко непонятна, но я потом буду показывать, как вязать. Так что сейчас обратите внимание только на то, что через каждые 4 ряда мы смещаемся влево. У нас получается 3 таких смещения и 4-е смещение в самом краевом ряду. Такое смещение нам необходимо, потому что маркер при вязании постоянно смещается немножко вправо. Поэтому нам нужно через некоторое количество рядов немножко корректировать его позицию и смещать его влево, чтобы углы нашего треугольника были красивенькие и правильные. Давайте начнем вязать, свяжем несколько рядов вместе, и вы все поймете. Кстати, такой лайфхак. Нам нужно связать 2 части сумочки, 2 треугольничка и при этом желательно не обрывать ниточку. Вязать можно из одного моточка. Вот один треугольничек у меня связан. Мне нужно начинать вязать второй. Для этого мне нужен второй хвостик. На таких моточках второй хвостик изнутри достать сложновато, но возможно. Вы просто постарайтесь закопаться как можно глубже внутрь и достаньте сам кусочек моточка. Вот, видите, я достала. У меня получилось не очень аккуратно, великоватый, конечно, кусочек, но это не страшно. У нас треугольничек большой, и где-то здесь, вот он, нашла второй хвостик. Вот таким образом можно доставать второй хвостик изнутри моточка. Вот из него мы и будем вязать. Обратите еще раз внимание на схемку. У нас все начинается с кольца амигуруми, в которое мы должны провязать петлю подъема и 5 столбиков без накида. Вот формируем наше колечко, вытаскиваем петельку, провязываем. Вот эту петельку не затягивайте, она у нас будет нашей петлей подъема. И далее 5 столбиков без накида. Кольцо амигуруми затянули, наш первый ряд закрыли, провязали соединительный столбик в петлю подъема. Следующий ряд. Петля подъема, прибавка, столбик без накида, вновь прибавка, столбик без накида и последняя прибавка. Соединительный столбик в нашу петлю подъема. Второй ряд провязан, мы его закрыли. Далее все ряды нужно вязать с уплотнением. Если вы пропустили этот урок, то сверху вот здесь ссылочка. Нажмите на нее, посмотрите урок и тогда возвращайтесь. Ну а если вы смотрели, то давайте продолжать. Итак, следующий ряд и все далее ряды нужно уплотнять, а значит, перед тем, как вязать третий ряд, мы провязываем ряд из соединительных столбиков за задние полупетли. Вот мы провязали. Теперь можем приступать к вязанию третьего ряда. Набираем петлю подъема, провязываем прибавку, вторую прибавку, столбик без накида, снова 2 прибавки, столбик без накида и снова 2 прибавки. И не забудьте провязать последний столбик без накида.
Третий ряд готов. Следующий ряд. Опять нужно уплотнять, значит, провязываем для начала ряд соединительных столбиков. Все, провязали. Четвертый ряд, петля подъема, столбик без накида, прибавка, еще одна прибавка. Наш уголок формируется. 3 столбика без накида. Движемся к следующему уголку. 2 прибавки. 3 столбика без накида. 2 прибавки. Наш третий уголок. И 2 столбика без накида. Провязали. Видите, уже начинают виднеться наши уголки. Получается треугольничек. У нас провязано первых 4 ряда. И теперь нам нужно сделать наше первое смещение влево. Еще раз показываю схемку и отмечаю, где мы сейчас находимся. Опять же, ряд следующий с уплотнением. Значит, прежде чем его вязать, провязываем ряд из соединительных столбиков. Провязали. А вот теперь приступаем к следующему ряду. Петля подъема, как всегда. Вяжем столбик без накида. Еще один столбик без накида. В обычном случае, видите, мы уже в уголочке. И мы провязали бы здесь одну прибавку, а потом следующую. Но нам нужно сместиться. Поэтому мы провязываем еще один столбик без накида. И вот мы сместились. Провязываем прибавку сюда и сюда. Первая прибавка, вторая прибавка. Вот наш сместился уголочек. 5 столбиков без накида. Две прибавки. Пять столбиков без накида. 2 прибавки. И в конце 2 столбика без накида. Вот что у нас получается. Вот мы провязали наше первое смещение, о котором я вам говорила. Следующие 4 ряда нам смещаться не нужно. Вяжите, ориентируясь на вот эти наши прибавочки в уголочке. Нам нужно всегда провязывать их новые в следующем ряду вот в эти петельки, как нарисовано на схеме. Давайте я еще один ряд вам провяжу, а потом вы сами. Для начала уплотнение. Соединительные столбики. Вот, провязали. Теперь следующий ряд. Как я и говорила, движемся к нашим уголкам. Так, у нас должны прибавочки вот сюда попасть. Значит, столбики без накида вяжем прямо вот до них. Довязали. И вот здесь прибавочки. Удобнее вязать именно так, не считать все эти столбики без накида, тем более, что на длинных рядах их и станет очень много, и можно сбиться при счете, а ориентироваться именно на уголочек. Добрались столбиками без накида до уголочка, провязали 2 прибавочки. Вот здесь у нас уже 7 столбиков без накида, чтобы добраться до мест наших прибавок.
Последний уголочек и 3 столбика без накида. Вот в этом ряду в предыдущем мы смещались, а здесь уже нет. И нам еще надо 3 рядочка таких без смещения провязать, а потом уже смещаться. Давайте я вам за кадром провяжу эти рядочки, а смещение покажу еще раз, чтобы вам точно было все понятно. Вот я довязала. В следующем ряду мне уже нужно делать смещение. Еще такой момент. Обратите внимание, видите, полотно немножко изгибается. Это не страшно. Потом, когда мы треугольничек довяжем, ну и во время вязания тоже, можете его немножко тянуть за уголки в стороны, то есть как бы разглаживать. И он будет принимать свою плоскую треугольную форму. Если же у вас вдруг очень сильно загибается, прям идет волной и как-то не разравнивается, скорее всего, вы слишком плотно провязываете уплотнительные ряды, которые состоят из соединительных столбиков. Скорее всего, вы слишком сильно их затягиваете. Не затягивайте, вяжите свободненько, чтобы полотно держало треугольную форму и никуда не заворачивалось. Итак, следующий ряд у нас опять смещение, и я вам еще раз покажу, как оно вяжется. Я столбики не считаю, я вяжу просто, ориентируясь на прибавочки. Так что вот, петля подъема, вяжем столбики без накида. Вяжем до тех пор, пока не дойдем до наших прибавочек. Вот мы довязали. Обратите внимание, в обычном случае я бы вот сюда и сюда, то есть следующие петельки, я бы уже провязала прибавки. Но нам нужно сместиться на один столбик, поэтому смещаемся. А уже в следующие петельки вяжем первую прибавку и вторую прибавку. Смотрите, даже видно. Вот мы здесь сделали первое смещение, потом вязали 1, 2, 3, 4 ряда. И вот в 5-м ряду опять делаем смещение. И мы снова после этого смещения должны провязать 4 ряда без смещения и опять сместиться. Еще раз вам вставляю схемку. Ставьте на паузу и провязывайте до предпоследнего ряда. Последний ряд я вам покажу, опять же, как вяжется. Там он немножко другой, чтобы изменить форму наших уголков. Поэтому провяжите все ряды, а последний провяжем вместе. Так, вот я провязала наши ряды, все кроме последнего. Но для последнего я уже тоже проложила уплотняющий ряд из соединительных столбиков, набрала петлю подъема и столбиками без накида добралась до нашего уголочка. Вот наш уголочек. В предыдущем ряду уже идут наши 2 прибавки. Так вот, в последнем ряду нужно провязать прибавку вот в эту петлю, то есть во вторую петлю нашей первой прибавки, потом провязать столбик без накида и потом прибавку. Значит, провязываем здесь столбик без накида, сюда прибавку, потом столбик без накида и прибавку. Вот наш уголочек. Далее вяжем столбики без накида до следующего уголочка и до 3-го. И заканчиваем ряд. Довяжите этот ряд до конца. Ниточку не обрывайте, просто довяжите до конца ряд. Наш треугольничек довязан. Его нужно немножко потянуть и разгладить. По итогу у нас 2 готовых треугольничка. У обоих мы не обрывали ниточку, потому что потом мы еще будем вязать боковинки.
Но пока треугольнички ровные, без боковинок, пока нам ничего не мешает, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, отрисовать на бумаге шаблон. Обратите внимание, что он должен быть чуть-чуть меньше, чем наша вязаная деталька. И он должен быть симметричным. Вязаная деталь немного может деформироваться, когда мы ее тянем, поэтому отрисуйте на листочке, согните пополам и выровняйте. Этот шаблон, выкройка, нам понадобится позже, когда мы будем делать вставочку для задней стенки сумочки. Поэтому отрисуйте его, вырежьте и сохраните в сторонке. Кроме того, пока треугольничек плоский, удобнее пришить на него пятнышки. Пятнышки можно связать из мохеровой пряжи, а можно использовать термоаппликацию и вырезать их из ткани. Я вязала из мохеровой пряжи кид-мохер беленький, 4 штучки более крупные, 4 чуть поменьше, 4 еще меньше и самые маленькие 5 штучек. Все эти кружочки — это обыкновенный круг с 6 прибавками в каждом ряду. Самые крупные — это 6 рядов, чуть-чуть поменьше 5 рядов, 4 ряда, 3 ряда. Все кружочки поворачиваем изнаночной стороной к себе и хорошенько липучкой начесываем, вот чтобы был такой ворс. Пришивать такие кружочки мохеровой пряжей неудобно, поэтому хвостики закрепите, обрежьте, а пришивать будете обычной швейной ниточкой беленькой. Вот я уже пришила все пятнышки. Так у меня выглядит задняя половинка. Покажу вам поближе, чтобы вы видели, где размещаются наши пятнышки. А вот это передняя. Пятнышки я пришила и иголочкой поправила шерстку, приваляла ее немножко. Валяю я обычно следующим образом. Ложу небольшую губочку, желательно беленькую берите. Подкладываю ее под низ, беру иголочку для валяния или же для приваливания. Вам подойдет и такая. Посмотрите, какой вам удобнее. И быстрыми движениями приваливаю шерстку. Кроме того, более аккуратно можно вот так по краю пройтись иголочкой, тоже чтобы спрятать всякие хвостики внутри и придать кружочкам аккуратную форму. На самом деле это не сложно, немножко потренируйтесь и у вас все получится. В общем, вот такие две половинки у нас готовы. Остальную часть мордочки можно оформлять, когда уже боковые стеночки будут связаны. Поэтому сейчас можно приступать к вязанию боковых сторон. На передней части нам понадобится 9 рядов по 117 столбиков без накида, а для задней хватит 4 рядов. Я думаю, с вязанием обычных рядов, без прибавок, без ничего, вы справитесь и без меня. Вот я довязала свои половинки, 4 ряда провязала на задней стеночке, 9 рядов провязала на передней. И столкнулась вот с какой проблемой. Несмотря на то, что я вязала очень плотно, чтобы вязка хорошо держала свою форму, чтобы полотно было плотным, мне не хватило моточка. Вернее, его хватило, но совсем впритык. То есть я смогла связать вот эти две половинки и еще проверила, мне хватило на 2 ушка. И все, пряжа закончилась просто подчистую. Хотя предыдущий моточек на предыдущей сумочке мне еще на небольшую вставочку на шлейке хватило как раз вот остатков. Здесь уже остатков нету. То есть пряжа оказалась впритык. Это, конечно, немножко обидно. Я рассчитывала, что у меня немножко останется. Но в целом никакой проблемы в этой особо нет. Я только хотела вам сказать, что если вы столкнетесь с такой проблемой, что моточка не хватает, и вы видите, что его не хватает, вы можете сэкономить
коричневую пряжу, не довязав здесь один ряд и не довязав на задней стеночке тоже один ряд. Кроме того, есть еще вариант, можете 1-2 ряда последних провязать не коричневым цветом, а, например, бежевым под цвет замочков. Это тоже будет хорошо смотреться, никоим образом не испортит внешний вид вашей сумочки и при этом позволит вам сэкономить достаточно большой кусок коричневой нити. Потому что вот эти уплотненные ряды, они, конечно, жрут нити немало. Можно вместо бежевой даже взять контрастный красный цвет под цвет носика олененка. Тоже будет смотреться шикарно. Ну а если у вас в запасе есть какой-то там часть другого моточка, то можете не переживать, вязать и просто используйте еще кусочек вот дополнительно, если вам вдруг пряжи не хватит. Ну а в целом все. Вот 2 половинки готовы. Можете тоже вязать свои половинки, украшать их пятнышками. А я начну записывать вам следующее видео, монтировать его. В общем, все сегодня хорошо поработали, все молодцы. Всем пока-пока.